23 по 25 марта 2016 года в Москве прошла 5-я международная конференция по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Обсуждать это мероприятие начали задолго до его начала, причем большая часть доходившей до нас информации была связана с темой бойкота конференции. Идею бойкота поддержали очень многие, по разным причинам, одна из которых – невозможность участия представителей сообщества людей, употребляющих наркотики, точнее тех из нас, кто на сегодняшний день не пребывает в ремиссии, находясь или в активном потреблении, или будучи клиентами программ опиоидной заместительной терапии. Последние просто не смогли бы привезти поддерживающие препараты с собой и тем более получить их на месте. Мы находимся на конференции по ВИЧ-СПИДу в Москве, ИКАК 2016, и канал Drug Users News здесь постарается узнать мнение всех участников и впечатления и ожидания от этого события. Более 2000 участников с региона Восточной Европы и Центральной Азии приехали поделиться своим опытом и поучаствовать в конференции. Но могу сказать то, что на площадке свободного диалога, где обычно было множество представителей гражданского общества, некоммерческих организаций, к сожалению, удалось увидеть только 2 НКО, все остальное пространство было занято фармой. ВИЧ-инфекция приносит свои дивиденды тем людям, кто пытается на этом зарабатывать. Но не будем судить строго, послушаем мнение участников. Оставайтесь с нами, Drug Users News. Тебе не кажется данное мероприятие неким фарсом по бесполезной трате огромного бюджета, который может быть направлен в том числе на закупку терапии людям, которым она необходима и недоступна на сегодняшний день? Да, к сожалению, не так хорошо, как бы нам хотелось, но тем не менее есть светлые точки. Очень сильно подросли активисты. У меня прям, вот я говорю, у меня мурашки. Я прям вижу, насколько выросли люди. И я понимаю, что научное сообщество начинает уже нервничать, потому что мы вырастаем, мы доходим до их уровня, ну это очень классно. Так или иначе, я понимаю, что мы присутствуем на территории госслужбы, так или иначе, да. Понятно, что здесь есть международные доноры и бла-бла-бла, но тем не менее. Поэтому мне остается только, в общем-то, передавать пламенные приветы и чуть больше информации увести с собой тем людям, которые сюда не смогли попасть, ну, по своим, да, принципиальным причинам. Что грустным остается, это то, что человеческое мнение как не было здесь сильно важным, так и остается не сильно важным. Чего мне не хватает на этой конференции? Чтобы на каждой сессии вставал человек и говорил, где наши ЗТ. Наши товарищи умирают без заместительной терапии в России. Вот этого на конференции мне не хватает. Но я очень надеюсь, что тема заместительной терапии на следующей конференции будет поднята. Об этом виде поддерживающего лечения наркозависимости, принятом в 75 странах мира, мы попросили высказать свою точку зрения посла доброй воли UNAIDS в Республике Беларусь. Я очень хорошо к этому отношусь, потому что людей, которые хотят выйти из крайне сложных ситуаций, мы говорим о наркозависимости, способы эти очень хороши, у нас они разрешены, у нас есть много пунктов, и я сама была в некоторых таких пунктах заместительной терапии и разговаривала с людьми, конечно, живущими с ВИЧ, употребляющими наркотики, что они могут работать, они с утра заходят туда, потом они совершенно спокойны, они чувствуют себя хорошо, у них нет этого нервного взрыва, подрыва. Они идут на работу, они занимаются своими детьми, они совершенно мирные люди, и их ничто не будоражит. Об этом тоже много спорят везде, и у нас в том числе, но я за то, что если это помогает, и делать это на абсолютно цивилизованном уровне, то, конечно, это помощь, и хорошо бы ее внедрять там, где ее нет. И тем более приятно было услышать положительное суждение о заместительной терапии от представительницы гражданского общества России. Я за метадоновую терапию, потому что я реально видела эффект, который достаточно успешно применяется, эта практика в Кыргызстане. И я за то, чтобы метадоновая терапия была в России, потому что это реально работает. И я знаю много людей, в том числе своего очень достаточно близкого друга, который с помощью метадоновой терапии, собственно, прекратил употребление вообще, в принципе, наркотических средств и вернулся в социальную жизнь активно.
Поэтому я рекомендую, собственно, прислушаться к практикам, которые уже наработаны не один год и не среди достаточно большого количества, и поэтому эти практики могут быть достаточно полезны и применимы. Я считаю, что они показательные во всем мире, и вот я видела это своими глазами. Это 5-я конференция, 5-я ИКАКа. И если на первой конференции региональной я очень верил в взаимодействие между государством и неправительственными организациями и сообществом, то на сегодняшний момент я считаю, что вот эта вот возможность взаимодействовать полностью утрачена. Это какая-то пыль в глаза. Все проблемы, которые связаны с ключевыми группами, замалчиваются. И месседж конференции заключается в том, что а зачем нам вообще ориентироваться только на ключевые группы? Вообще сейчас эпидемия у нас среди всех. И у меня вопрос возникает. Кто когда-то вообще ориентировался на эти ключевые группы? Когда это было финансирование вообще-то какое-то, хоть какое-то, которое направлено на работу с секс-работниками, с МСМ, с потребителями наркотиков? Где это государственное финансирование когда-то было? Вот это вот шоу под названием конференции для меня окончательно показалось, что если и будет какое-то движение, которое связано с взаимодействием государственных структур и неправительственной организации, то сейчас это доверие полностью потеряно. И если для чиновников важно это взаимодействие, они должны делать шаги и доказывать свою приверженность к этой работе. То есть, по сути дела, вот эти спецчиновники, они подставляют своих же коллег, сталкивая людей, которые в проблеме и которые требуют лечения, требуют какого-то внимания наедине с самим собой и этим лечащим врачам, которые остаются без инструментов эффективного взаимодействия с пациентами, эффективной работы. Любому врачу важно видеть результаты какие-то. А если у него нет инструментов для этой работы, они только еще больше сгорают. Поэтому такая большая подстава Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора в отношении своих коллег. Ну, мои ожидания от конференции были намного больше, конечно, потому что я хотел задавать вопросы, касающиеся снижения вреда и заместительной терапии, но мне не давали эти вопросы задать, где, я очень был зол, конечно, обиделся, обижался, уходил, приходил, все равно слушал до конца эту всю чушь, которую они несли на самом деле. Я рад, что вообще были здесь религиозное сообщество, которые тоже не давали задать вопросы, касающиеся людей, употребляющих наркотики. Но они хотя бы делились опытом, который у них есть, и они по программе снижения вреда вообще не работают. И мне больно это слышать было, если честно. Потому что я сам был в программе снижения вреда, я знаю, что это такое, и что она работает, и что она помогает людям. Но сейчас я не очень удовлетворен этой конференцией, и не знаю, зачем я сейчас здесь. Ну что же, вот и подошла к концу конференция ИКАК в Москве. Будут ли еще подобные мероприятия? Сказать сложно. Уставшие участники наверху пьют шампанское. К сожалению, в это же время на улицах нашего региона наркопотребители продолжают умирать.